Мои отношения с Михаил вряд ли можно назвать дружескими или компанейскими. Когда-то давно, еще в момент релиза Genshin Impact, вопреки массовому ажиотажу, я с игрой познакомился и практически сразу же попрощался, так как мне ни сеттинг не зашел, ни боевка, да и вообще это была моя первая гача-игра, так что знакомство получилось комом. Именно поэтому, когда интернеты начали буквально сотрясаться от анонсов нового проекта Hoyoverse под названием Honkai Star Rail, мои предубеждения начали брать верх над профессиональным интересом. Письма на почту с новостями про очередной рекорд при регистрации продолжали приходить, а внутренний голос безустанно твердил что-то в духе «Да зачем оно тебе надо? Опять эти анимешки? Лучше во что-нибудь другое поиграть, чем в это слащавое детское фэнтези». Именно поэтому ролик выходит не совсем в актуальные сроки, но актуальности данный канал в целом противоречащие друг другу понятия. Меня зовут Space, это зато бесплатно, сегодня мы поговорим про такую игру, как Honkai Star Rail. Забегая вперед и предвещая комментарии типа «необъективно» и все в этом духе, хочу сразу уточнить. Данная работа не столько обзор, сколько структурированная попытка высказать мнение и эмоции о проекте. Тем более, что временами могут звучать довольно резкие заявления, как, например, «Меня бесит Геншин своим слащавым, излишне милым фэнтези». Но если вам больше по душе классическое фэнтези, да еще и с онлайновым размахом, то могу порекомендовать вам один из старейших бесплатных приватных серверов по World of Warcraft — UWoW. Я лично еще будучи школьником сюда залетал, и вот сколько лет уже прошло, а UWoW все так же прочно сидит в списках лидирующих серверов в СНГ. LCAS 335A и рейтами X1 и X30, Pandaria с рейтами X1 и X5 и, конечно же, полюбившийся многими Legion с рейтами X5 и X100 дают вам возможность здорово провести время и вспомнить былые подвиги в мирах Азерота. Внушительный стабильный онлайн в несколько тысяч человек позволит без труда найти пачку для PvE или PvP контента, а отзывчивая техподдержка и ГМы сделают так, чтобы на вашем игровом пути не было никаких проблем. Многообразие серверов, высокий средний онлайн, ненавязчивая монетизация и полный доступ к контенту. Это все про UWoW. Врата в былой Азерот открываются по ссылке в описании. Итак, Honkai Star Rail — очередное детище компании Hoyoverse, который является спин-оффом легендарного в узких кругах проекта Honkai Impact Third. И под спин-оффом тут подразумевается не просто отхождение от первоначального сюжета, а полное независимое друг от друга повествование, что осуществляется благодаря крайне простому инструменту — наличию альтернативных вселенных. Более того, проявление мультивселенных можно было обнаружить еще и в Геншине, но это тема для лороведов и фандомных историков, так что данный момент опустим. Дабы не хардспойлерить основной сюжет, вкратце обрисую основную завязку. Вселенная Star Rail состоит из множества частей, где все миры и цивилизации имеют собственный путь развития и почитают определенных богов, эонов. Эонов множество, но на данный момент особый интерес вызывают 7 представителей, которые соответствуют путям или классам персонажей в игре. Один из них, Нанук, Эон Разрушения, считает, что само по себе существование человечества — это ошибка, которую нужно исправить, уничтожив все живое. Для этого Нанук помещает в различные миры Star Rail специальные артефакты под названием Стеллароны. Нахождение Стелларона на планете вызывает катастрофические события, направленные на полное уничтожение всех живущих там существ и последующее поглощение этого мира. И именно данная игрушка находится внутри нашего персонажа, что мы могли наблюдать из стартового туториала. Почему, зачем и для чего, пока никому не известно, но думаю, что в будущем мы обязательно сможем докопаться до истины. Здесь, кстати, можно было бы провести параллели с импактом, так как там были похожие события, но слишком уж контрастируют первоначальные мотивы. Если в Star Rail поводом к разрушению служит само разрушение, то в импакте это была своеобразная проверка человечества, и если люди успешно ее проходили, то напасть отступала. Что, впрочем, только подтверждает тезис про непересекающиеся мультивселенные. После череды некоторых событий мы становимся членом Звездного Экспресса, компании людей, путешествующих по вселенной Star Rail на поезде, созданном когда-то Эоном освоения Акивилли, который, в числе прочего, построил и звездные пути, соединяющие разные миры. С появлением стелларонов и распространением опухоли всех миров пострадали и звездные рельсы, поэтому одним из главных мотивов путешествия Звездного Экспресса можно не без оснований считать восстановление испорченных путей и параллельно борьбу со стелларонами, о чем нетрудно догадаться с первых минут геймплея. Пробудили же нас члены группы «Охотники за стелларонами». Для чего они за ними охотятся, как используют и почему мы стали сосудом одного из стелларонов, пока это тайна за 7 замками. Возможно, они являются последователями одного из эонов, который планирует уничтожить Нанука его же оружием, кто знает. Поэтому да, мы в компании других путешественников Звездного Экспресса перемещаемся между мирами, и если встречаем преграду в виде влияния Стелларона, то пытаемся ее убрать, попутно помогая населяющим мир и цивилизациям, скажем так, в разных вопросах.
Блин, вот сейчас сижу и думаю, а не многовато ли я позволил себе рассказать? В любом случае, за сюжетом крайне интересно наблюдать, а встречающиеся персонажи прописаны настолько добротно, что абсолютно каждый имеет свой характер, свои методы решения проблем и свой взгляд на многие происходящие по ходу игры вещи. Как мне кажется, если в каком-то произведении ты, вспомнив только имя персонажа, можешь сходу воспроизвести в памяти его настроение и поведение, то это определенный показатель. И да, как я уже говорил в кликбейтной подводке для интеграции, я терпеть не могу Геншин за его слащавое фэнтези. По крайней мере, именно таким оно было на самом релизе. В Star Rail ситуация с общим сеттингом немного иная, что в конце концов меня и подкупило. Здесь упор делается на техно-фэнтези или научно-фантастическое фэнтези, можете называть как угодно, где даже магические элементы пытаются обосновать технологическим прогрессом. Вдобавок к этому, сам по себе мир Хонкая достаточно жесток. Здесь много трагичных историй, смертей, много лишений и невзгод, и практически у каждого улыбающегося персонажа за спиной находится своя драма. И закрывают все это различные сайд-квесты, общую суть которых можно описать так: жанр аниме — повседневность. Мы пытаемся помочь людям с обыкновенными житейскими проблемами, узнаем небольшие истории их жизни и будто становимся друзьями, хотя с точки зрения игры не делаем ничего сложного или геройского. Помочь ребенку собрать денег для подарка своему отцу на день рождения, разоблачить поставки запрещенных препаратов, доставить анонимные посылки и вскоре узнать, по какой причине отправитель не показывает себя. Небольшие задания по 15-20 минут могут запросто тронуть даже самое зачерствевшее сердце своими неожиданными развязками. Я понимаю, что те, кто давно следит за моим каналом, сейчас могут подумать, что я ударился головой или мне закинули чемоданчик с деньгами, но не правы и те, и другие. Конкретно для меня Honkai — это прежде всего игра про квесты и исследование мира, а уже потом про RPG-составляющую, билдостроение, там, крутки баннеров и так далее. Есть основания полагать, что Hayaverse именно этого эффекта и пытались добиться, сместив главный акцент с прогрессии в пользу рассказывания историй игроку. Но не беспокойтесь, фармы и гринда тут более чем достаточно. Геймплей представляет из себя симбиоз свободного передвижения и исследования мира локаций вместе с пошаговой боевкой формата JRPG. Ну, или формата Рейд Темные Легенды, чтобы было проще понимать. Всего под контролем игрока в сражении может находиться до 4 персонажей, которые составляют собой отряд. Отряды можно настраивать произвольно и переключаться между ними в любой момент вне боя. Сами по себе сражения интуитивно понятны, но в рамках видоса проговорить правила все равно нужно. У каждого персонажа есть принадлежность к типу урона и пути. Во время боя у всех врагов есть своя шкала уязвимости с отображением типа уязвимого урона, который будет уменьшаться всякий раз, когда персонаж с подходящим элементом дэмэджа будет наносить урон. Снимать уязвимость нужно для нанесения большего урона и замедления ухода противника. Можно, конечно, не париться и лупить всех подряд, не глядя на элементальные соответствия, чем я, собственно, ближе к концу своей игры и занимался ввиду отсутствия нормальных персов. Но чем дальше, тем сражения будут становиться все сложнее, поэтому собственную команду придется менять и подгонять под каждую конкретную ситуацию, дабы не упираться в недостаток урона. Сама боевка протекает в виде циклов с очередностью ходов как нашего отряда, так и врагов. В зависимости от характеристики скорость, различных усилений обилками и накладываемых эффектов на врагов, порядок ходов можно изменять. Отслеживать очередность можно с помощью специального окна в левом верхнем углу. Далее все еще проще. У каждого персонажа есть базовая атака, генерирующая один заряд навыка, усиленная атака, потребляющая один заряд навыка, и ультимейт, энергия которого накапливается от нанесения ударов по врагам и получения урона в лицо. Вот и вся боевка. Я изначально скептически относился не только к сюжетной составляющей, но и к вот этой механике JRPG-битв. Посмотрел некоторые стримы и подумал, мол, что тут вообще интересного. Сидишь, 2 кнопки тыкаешь, постоянно смотришь на одну и ту же анимацию ультимативки. Однако, когда играешь сам, то эта штука затягивает. Сейчас опять будет не самое популярное мнение, так как меня, похоже, окружают одни лишь гачи-киберкотлеты, которые игры с закрытыми глазами проходят. Но если поначалу файты действительно закрываются слишком просто и можно спамить лишь одну кнопку, чтобы все проходить, то чем дальше ты забираешься, тем от правильности твоих действий начинает зависеть все больше и больше. Естественно, это относится к активностям, которые требуют для комфортного прохождения больше уровень персонажей, чем у тебя есть сейчас. В Star Rail это вполне нормально, так что не удивляйтесь. Вот в таких стычках действительно имеет смысл остановиться и продумать свои действия. Из самого простого примера иной раз имеет смысл попридержать ульту персонажа с АОЕ уроном до тех пор, пока враг не призовет дополнительных существ. Или не сливать все очки навыков сразу же, а подождать момент, когда может потребоваться резкий бурстовый урон. И так далее и тому подобное. В общем, чтобы вы понимали степень, насколько мне зашло, я нашел кнопку автобоя только на 7-й день игры.
Так что либо мне было в кайф сидеть тыкать по нескольким кнопкам, либо я просто туповат. Что же касается свободного передвижения по локациям, здесь тоже есть несколько полезных штук для сражений. Во-первых, это само начало боя. Если ударить врага в open world персонажем с подходящей уязвимостью, то в зависимости от типа стихии игрок получит определенный бонус, плюс будет ходить первым. Если прошляпить момент и дать врагу первому ударить себя, то первый ход закономерно уйдет ему. Во-вторых, это использование различных расходников перед сражением, которые могут давать разнообразные бафы, начиная от банального регена хп и заканчивая усилениями на урон и другие атакующие статки. Окей, с боевкой разобрались. Поговорим подробнее о персонажах и методах их прогрессии. Эта часть видео скорее больше для тех, кто вообще никогда в подобные игры не играл, поэтому профессиональные геншинеры и же с ними, вы тут вольны меня поправлять как угодно. Каждому из наших персонажей доступны 5 способов становиться сильнее по ходу игры, причем большинство из этих способов взаимодополняемы и развиваются параллельно друг другу. Первое — это опыт персонажей. С каждым новым уровнем у персонажа увеличиваются основные характеристики. Начиная с 20 уровня персонажа нужно будет возвышать, увеличивая доступный кап уровня на 10 и так вплоть до 80 максимального уровня. Опыт персонаж получает путем потребления специальных ресурсов. Забегая вперед, подобные материалы понадобятся для абсолютно всех элементов прокачки, так что впредь упоминать их отдельно я не буду. Поэтому мы просто играем, выполняем активности и получаем данные книги. Кого и как прокачивать, решает сам игрок. Второе — световой конус. В различных гайдах и статьях конус чаще называют оружием персонажа. Главная особенность — конусы точно так же разделяются по путям и являются классовыми предметами, поэтому условные дамагеры будут использовать конус разрушения, а хиллеры — конусы изобилия и так далее. Каждый конус обладает своими базовыми характеристиками и основным эффектом. Помимо этого, конусы разделяются по своему качеству на манер персонажей. Есть как 3-звездные, так 4- и 5-звездные пушки. Если у вас есть несколько дубликатов одного и того же конуса, их можно совместить, улучшив таким образом активный эффект оружия. И да, у них тоже есть уровни, которые прокачиваются аналогично персонажу, используются лишь другие материалы. Да, кажется, что что-то слишком много всего и прокачивать надо, и усиливать, и хочется это в жопу послать да дотку зарегать, однако поверьте, в основном можно будет просто лупить по кнопкам автозаполнения ресурсов и не париться. Идем дальше. Третий способ — это древо талантов персонажа, которое здесь называется следы. Тут все просто. Если персонаж соответствует требованию по уровню или возвышению, то при наличии крафтовых ресурсов вы спокойно открываете все таланты друг за другом, пока не упретесь в очередное ограничение. Где выбивать ресурсы, можно узнать, кликнув по нужному и перемотав текст в самый низ до источников получения. Могу лишь посоветовать не пытаться поначалу прокачивать таланты всех своих персов. Определитесь с одним-двумя постоянными и максите их, иначе ресурсы закончатся намного быстрее, чем вы того ожидаете. Способ 4. Реликвии. Вот эта тема лично мне кажется самой душной из всех вариантов усиления персонажа. Если коротко, то это самые обыкновенные шмотки, как в любой РПГ. Вещи можно собирать в тирсеты, которые достаточно прямолинейны, по крайней мере у меня сейчас, и вполне понятно подходят к тому или иному классу персонажей. Каждую из данных шмоток можно прокачивать. Сами уже поняли, каким способом. Прокачав предмет до 3 уровня, игрок сможет получить одну дополнительную характеристику на предмет, а после каждые 3 уровня будет дополнительно улучшаться одна из случайных статок на вещи. Духота здесь заключается в том, что помимо эффектов комплекта смотреть придется еще и на сами базовые характеристики предметов, что при учете количества активных персонажей может отнимать уйму времени при попытке разобраться во всем хламе и вычленить из него действительно стоящие шмотки. С другой стороны, настолько запариваться будут исключительно любители хардкорного минмакса. Для прохождения сюжета и большинства активностей подобные мероприятия излишни. И, наконец, пятый способ и по совместительству самый простой — эйдолоны. Эйдолоны — это линейная структура усиления персонажа за счет использования специальных предметов для повышения, получить которые можно, лутая дубликаты персонажей из гача-баннеров. Исключение составляет лишь базовый персонаж-первопроходец, чьи эйдолоны мы будем получать, проходя сюжетку и покупая недостающие материалы у торговцев, с которыми получится познакомиться по ходу игры. Прокачка эйдолонов достаточно сильно разгоняет эффективность персонажей, но по понятным причинам, чем круче будет у вас персонаж, тем сложнее получится вытащить на него дубликаты без вливания средств из реального кошелька для круток баннеров. И да, совсем забыл об опыте аккаунта, который тут называют уровнем освоения. Практически все занятия в игре награждают игрока опытом освоения, который требуется для дальнейшего продвижения по сюжету и разблокировки новых занятий. Помимо этого, уровни персонажей также завязаны на уровне освоения, так как начиная с 20 уровня аккаунта, игроку потребуется улучшать уровень мира, проходя испытание равновесия.
Это требуется для того, чтобы уровень врагов в мире всегда соответствовал уровню персонажей, плюс таким образом открывается доступ для все более редких ресурсов, которые понадобятся в дальнейшей высокоуровневой прокачке персонажей. Вот такие вот пироги. Надеюсь, не сильно задушил этим всем перечислением. На самом деле, слушать подобные штуки практически бесполезно, и кто бы как ни пытался это максимально доступно разжевать, когда сидишь и сам по кнопкам тыкаешь, все понимается в разы быстрее. Но я не мог не включить это в ролик. Теперь у нас на очереди активности. Я не буду говорить обо всех, ибо они из себя особо ничего не представляют и нужны лишь для фарма ресурсов, так что затрону лишь несколько самых важных и интересных. Прежде чем мы начнем, пара слов об основном ресурсе для участия в ивентах. Я говорю про аналог геншиновской смолы — энергию освоения. Ее лимит 180 единиц. Единица энергии восстанавливается раз в 6 минут или 18 часов полностью с нуля. Для того, чтобы выжимать максимум из игры без доната, вам потребуется делать так, чтобы энергия освоения никогда не уходила в оверкап. Хорошо, что с помощью автобоя можно крайне быстро и ненапряженно сливать энергию и не допускать переизбытка. Однако, повторюсь, если вы не планируете трайхардить, можете спокойно на это забить. Начнем, конечно же, с виртуальной вселенной. Фактически, виртуальная вселенная — это игра внутри игры, которая является самым настоящим рогаликом. Здесь есть своя метапрогрессия, делающая каждый забег все проще благодаря прокачке. Здесь есть рандом с перками, из которых выстраиваются билды, порой способные сломать режим. Здесь есть уникальные награды и есть случайно генерирующиеся события в самом забеге. Понятно, что считать виртуалку полноценным рогаликом сложно, но то, как эти элементы реализовали, выглядит лучше, чем некоторые полноценные роглайк игры. На данный момент для прохождения доступно 6 разных миров с дополнительными уровнями сложности, которые открываются по мере прокачки уровня мира. Если что, все эффекты персонажей из, назовем это, основной игрой, такие как уровень персонажей, конусы, реликвии и так далее, переносятся и в виртуальную вселенную. Не буду вам ломать удовольствие от прохождения самим и ограничусь лишь тем, что режим получился действительно классным, но во многом зависит от рандома в получении перков по ходу забега. Вторая важная активность — Зал Забвения, который можно считать аналогом геншиновской бездны. По сути, это серия небольших сражений, где нужно выполнять условия для получения специальных звезд. Чем больше звезд вы получите, тем лучше и лучше будут награды. При этом сложность каждого последующего сражения растет ощутимо сильно, и в какой-то момент придется остановить свое победное шествие с необходимостью подкачаться, чтобы точно пройти следующий бой на 3 звезды. Третья активность — Эхо Войны. Здесь нам придется повторять сражения с боссами актов для получения специальных ресурсов для прокачки следов персонажей. Всего в неделю доступно 3 таких сражения, поэтому подходите к приоритизации требуемых ресурсов с умом. Посмотреть детали вышеозвученных активностей, а также некоторых других можно в специальном меню «Индекс выживаемости». Крайне удобная штука, попрошу заметить. Наконец, пришло время поговорить о святая святых Старрейла. Конечно же, это гача-крутки. Вообще, игра достаточно щедро сыпет бесплатными крутками за все возможные активности, начиная от банального прохождения сюжета и заканчивая всяческими фарм-ивентами. Помимо этого, мы можем покупать крутки за местные примагемы, которые называются «Звездный нефрит». Курс покупки круток составляет 160 нефрита за одну крутку. Поначалу нефритов сыпет столько, что, пройдя всю сюжетку, можно бесплатно крутануть порядка 300 круток. Если учесть, что местный гарант для получения 5-звездного персонажа составляет 90 круток, то путем нехитрой математики мы получим минимум 3 персонажа максимального ранга. В любом случае, здесь решает фактор удачи и рандома, чем и славятся все гача-игры. Я, например, могу себя причислить к отряду не самых везучих, так как из ивентового баннера получилось вытащить Зеле только с 80-й крутки, а оставшиеся 2 гаранта у меня забрала Бейлу с одним эйдолоном. Если что, в интернете полно информации о текущей мете и сборках на персонажей, поэтому вы всегда можете сверяться с различными списками и на их основе формировать свои отряды. А можете вообще наплевать на все это дрочерство и играть исключительно так, как нравится вам. Старрейл в целом пытается сделать так, чтобы любой игрок мог найти что-то свое в проекте. Кто-то любит чистый геймплей и сидеть продумывать билды для поиска максимального КПД от циферок в статах. Пожалуйста, вот тебе бездна и виртуалка. Сиди, рассчитывай свой минмаксинг. Кто-то любит постоянно отвлекаться от мейн-сюжета и пылесосить каждый уголок карты. Держи сундуки, кучу разных, между прочим, офигительных головоломок и некоторые скрытые сайд-квесты. Бонусом еще будут мини-задания без награды от Пом-Пом, которые не сделать — это значит расписаться в отсутствии совести и сострадания. Кто-то хочет посмотреть все и понемногу, но при этом продолжать ощущать прогресс? Пожалуйста, сюжет и большая часть активности не требуют заходить в игру каждые 18 часов, как не требуют и соответствовать сложившейся мете. Так что выбирай сам, как именно ты хочешь играть. Теперь по монетизации.
Любая гача хочет зарабатывать с того, что люди подсядут на иглу гэмблинга и захотят тратить деньги, чтобы полутать и прокачать свою вайфу. Star Rail в этом плане не исключение, но донатить напрямую на крутки — дело крайне неблагодарное и разорительное для кошелька, так как прайс выйдет в 300 рублей за один лутбокс. Второй способ избавиться от лишних денег в кошельке — это купить пропуск снабжения экспресса, который, говоря человеческим языком, являются премиум-аккаунтом. Заходя каждый день в игру с подобным пропуском, игрок будет получать по 90 нефрита, и таким образом за 450 рублей игрок получит 2700 нефрита и 300 донатной валюты. Но тут важно, если вы пропустили какой-то из дней, то компенсация за пропуск игроку не положена. Третий способ — это премиумный Battle Pass. Стоит это чудо 900 рублей и позволит получить кучу ресурсов для прокачки, плюс некоторые световые конусы, которые, по правде говоря, проигрывают по своей эффективности пушкам из виртуалки. Если что, у Battle Pass есть и бесплатная версия, однако награды в нем хуже ровно в 4 раза по сравнению со своим премиумным собратом. Больше вроде тратить деньги некуда. Что же касается разгона темы с Pay to Win. Мужики, в гача-играх так всегда было, что если ты очень богат, то можешь позволить себе что угодно, хоть и все равно придется бодаться с рандомом в баннерах. Другой вопрос, о каком Pay to Win можно говорить, когда соревновательная составляющая отсутствует априори? Тут скорее разница будет в том, кто и как для себя определяет понятие Pay to Win. Если вы считаете, что возможность за деньги скипнуть какую-то часть гринда — это «заплати и победи», то тогда да, вы правы. Для меня же Pay to Win аспект — это получить за деньги преимущество перед теми, кто эти деньги не готов в игру вливать. А когда преимущество получать не перед кем, то и фактора такого нет. Такие дела. Теперь по поводу минусов игры. Во-первых, это оптимизация. Меня напрягает две вещи. Почему в игре стоит лок на 60 FPS и почему, если его убрать через рессор, компьютер начинает грузиться так, будто там биткоины уже сами себя упаковывают, чтобы отправиться в Китай. Во-вторых, постоянно смотреть одну и ту же анимацию ультимейта порядком надоедает. Ладно, у них было бы хотя бы 2 или 3 анимации, но нет, ты каждый раз смотришь одно и то же, без возможности это представление скипнуть. Это может быть прикольно день или два, но потом начинает поддушивать. В-третьих, после прохождения доступного сюжета и сайд-квестов играть становится откровенно скучно. Ты заходишь лишь сделать дейли активности и в какой-то из ней закрыть сразу же до капа виртуалку и боссов, а потом опять сидеть и выполнять дейли, которые закрываются примерно минут за 20 времени. С одной стороны, для кого-то это может быть крайне удобно, но я в Тамагочи уже давно наигрался, а меня просят сесть и подождать продолжения истории. Вполне вероятно, что я к тому моменту уже играть перехочу. А больше каких-то прям минусов я выделить не могу. Багов за свое время в игре я почти не встречал, разве что тупила доска объявлений и один раз игра крашнулась, но мне кажется, что это из-за возни с анлоком FPS. В остальном все безупречно. Можно было бы, конечно, в минусы затолкать еще и таймгейты, то есть ограничения сюжетки относительно уровня аккаунта, но я поспрашивал, и люди говорили, что даже при запойной игре с этим не сталкивались, а я в своем марафоне умудрился аж дважды застрять, но есть подозрение, что это из-за того, что я на смолу забивал и не закрывал кап до конца. В игре интересный сторилайн, симпатичная картинка, боевка, которая на поверку оказалась вполне недурственной, и охренительная музыка, чего только стоит саундтрек финального босс-файта на Ярила. Я вот пересмотрел свой старый ролик про Геншин и, видимо, к тому моменту не осознал, что главной причиной дропа игры был именно скучный сеттинг. В случае с Хонкой мне нравится все, и я крайне рекомендую проект к просмотру. Даже если вы заядлый хейтер аниме, коим я также являюсь. Как по мне, на этот раз Михайо смогли превзойти сами себя. И это подтверждает статистика по старту, где Star Rail показал себя успешнее Геншина. Как минимум пройти сюжет — это дело 4-5 дней неспешной игры, но по эмоциям они гарантированно отобьются. Оставаться или нет дальше — это уж как вам зайдет. Спасибо за просмотр, друзья. Палец вверх и подписка, если она еще не оформлена. Это немного, но это честная работа. Увидимся в следующем ролике.